Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Это случилось на окраине одного из парков Сингапура, где семья выдр уже давно облюбовала участок на границе с городской зоной. Люди здесь привыкли к их появлению, они выходили к воде семьями, играли, иногда охотились, и были настолько организованы, что больше напоминали маленькую армию, чем диких животных. Их поведение часто снимали на видео, ведь у этих выдр, по словам местных натуралистов, была четкая иерархия, система сигналов и даже формы взаимодействия, напоминающие заботу и солидарность. Но в тот день произошло нечто, что потрясло даже опытных наблюдателей. Все началось с того, что один из взрослых самцов, обычно спокойный и медлительный, вдруг резко рванулся к воде и издал странный резкий звук. Остальные мгновенно сорвались с места, как будто все одновременно поняли, что произошло. Люди, сидевшие поодаль, начали доставать телефоны, ожидая очередной сцены охоты или игры. Но все оказалось куда серьезнее. В воде барахтался щенок. Совсем крошечный, возможно, выпавший из переноски или сбившийся с пути. У него был ошейник, из чего позже стало ясно, это не бродячая собака, а чья-то потерянная или сбежавшая. Он уже почти уходил под воду, тяжело хватая воздух, а его маленькие лапы все чаще проскальзывали в волнах. И именно в этот момент выдры, не теряя ни секунды, начали действовать. Одна подплыла к щенку сбоку и попыталась подернуть его носом, вторая подплыла со спины и попыталась вытолкнуть его вверх, третья выдра встала напротив течения, буквально закрывая щенка от потока воды своим телом. Все это напоминало операцию спасателей. Они не кусали, не тянули щенка за лапы или хвост, а наоборот, очень деликатно подталкивали его к берегу. Щенок в какой-то момент обмяк, и казалось, что он уже не дышит. Но одна из выдр нырнула под него и, вынырнув, подняла его своим телом, как на плоту. Медленно, шаг за шагом, они вытолкали его к каменной кромке берега. В этот момент один из очевидцев, не выдержав, подбежал и, рискуя попасть в воду, склонился к щенку, чтобы поднять его. Выдры при этом не убежали, они остались рядом еще несколько секунд, будто передавали его на руки человеку. Щенок заскулил, и тут толпа ахнула, он был жив. Позже ветеринары сообщили, что если бы щенка не вытащили в течение следующих 2 минут, он мог бы захлебнуться. А специалисты по повадкам животных подтвердили, то, что сделали выдры, можно считать проявлением межвидовой эмпатии, крайне редкое, почти невероятное поведение. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.